Ребяшки, нихао, как говорится. Приветствую вас в китайском городе Гуанчжоу. Мы показывали вам много разных китайских машин. Вот такие, такие и вот такие. Но сегодня мы посмотрим, какие еще штуки в мире бывают. Перед вами автомобиль, который называется, сейчас, внимание, Menshi M-Hero 917. Обзор, поехали. Начнем с названия. Машина называется Menshi M-Hero 917, и выпуском этого автомобиля занимается компания Dongfeng. Сложно немножко, да? Согласен с вами. Но давайте вот так вот. Voya, знаете? Тот самый автомобиль, который сейчас официально продается в многих странах СНГ. Вот компания Voya принадлежит компании Dongfeng, а Menshi это тоже суббренд компании Dongfeng, как и Voya. Ну, короче, вот как-то так. И пару важных слов об этой компании. Dongfeng Motor Corporation в переводе с китайского «Восточный ветер». Это одна из крупнейших, на самом деле, автомобилестроительных компаний в Китае. Они существуют с 1969 года. В июне 1975 началось производство первого собственного военного грузовика EQ-240. В 1978 году они начали выпуск пятитонных гражданских грузовиков EQ-140. Уже в декабре 1990 было подписано соглашение с компанией Citroën, а в сентябре 2002 соглашение о создании совместного предприятия с Nissan. В 2013 году Dongfeng Motors кооперировались с компанией Volvo и начали выпускать грузовики. Короче говоря, ребятки, машины они делать, сами понимаете, умеют. С 2020 года компания выпускает кроссоверы под суббрендом Voya, а с 2013 автомобили Menshi. И весь их опыт выпуска военных и не только грузовиков воплотился в том числе вот здесь вот. Быстренько пройдемся по кругу. Сегодня у нас будет оффроад тест-драйв этой машины. Не просто прокатимся, прям по бездорожью покатаемся, но сначала пройдемся по кругу. Вот такие вот рубленые грани. Ну, обычные внедорожники в Китае есть. Полно разных танков. Не только нужно было выпустить что-то интересное, что-то, что удивляет. На такой дизайн, на такой необычный дизайн клиент тоже найдется. Так вот, рубленые грани, петли дверей вынесены наружу. Вот такие вот диски уже стоят по умолчанию. Кстати, у нас топовая версия, у которой 4 электромотора. И эта машина, забегая вперед, умеет делать вот так. Сзади машина выглядит вот так вот. По умолчанию вот такой вот бокс. Это не запасное колесо, это бокс для хранения. Эту машину почти во всех новостях, когда вот они стали широко писать, называют вездеход. Несколько интересных цифр. Длина, ширина, высота. Колесная база, углы въезда, съезда и рампы. Высота дорожного просвета меняется. Блин, сколько там механизмов разных, непривычных. Короче говоря, на 105 миллиметров, в зависимости от дорожного покрытия. Также эта машина способна преодолевать 100-градусный подъем. Да ладно. И также у этой машины рамная конструкция и в базовой комплектации, внимание, независимая подвеска с пневмостойками и полноуправляемое шасси. Машина может разворачиваться на месте и передвигаться в режиме краба. Ну, ребятушки, зеленые номера, полностью электромобиль, топовая версия, более 1000 лошадиных сил. Внутри сидит батырь. Сейчас посмотрим салон. И пока едем до нашей оффроуд трассы, расскажем еще о машине, о ее ходовых характеристиках. Поехали. Батыр, привет. Привет. Доводчик есть? Доводчики на этой, по-моему, нет. Что мы сейчас здесь вот это все видим? Это кнопка. Да. Только такого вида. Да. Так, открылась. И как гелики. И вот как гелики, да. Ребятки, вашему вниманию, Батыр, компания ProWatt. Привет. Огромное спасибо, что помог нам с этим автомобилем. Давай, первое впечатление. Первое впечатление, ну, очень положительное. Это полностью у нас электрическая версия. Так. Мы не слышим никакого рева. 50 на 50 ты только что озвучил. Рев в моторе, такая большая машина. Она же должна... Нет? Да. Но вот нету здесь. Представляешь, такой зверь, но без рева. Очень легок в управлении, очень комфортно водить. Пару слов о себе. Да. Сначала. Да, компания ProWatt. Компания ProWatt. Мы поставляем электроавтомобили из Китая в Россию, из стран СНГ. У нас имеется торговая площадка в виде шоурума в авиапарке. Можно прийти и посмотреть, какие тачки там сейчас стоят. Сейчас у нас там Аватар 11, который едет сейчас впереди нас снимает. Лотусы, Зикры. То есть все самые топовые, интересные китайские электро- и не только мобили, гибриды есть у вас. Да. И в наличии, и в шоуруме, Да. можно через вас купить. Так, пару слов о машине. Базовый вариант. Последовательный гибрид 1,5 литра, турбомотор. 1,5 литра для этой тачки, даже с турбо, то ли дело то, что есть сейчас. Это 1088 лошадей. О, тихо. Это круто. Да? Слушай, она весит 3,3 тонны. Да. И еще 200 кило, и это уже права категории С, между прочим. Итак, максимальная скорость 195 км/ч.
4,2 секунды до сотни, батарея 140 киловатт-часов, запас хода 505 километров. Угу. Но у базовой версии, которая 1,5 литра, запас хода 1026 километров. Да. Разница почти в 2 раза. Машина новая, Машина новая, с завода, ты говорил. с завода, да, она июльского производства. У тебя есть подсветка педалей там, я смотрю. Да. Она фиолетовая. Фиолетовая, да. Машина брутальная, но они тут такие Есть некоторые. штучечки китайские, вот типа фиолетовые подсветки. Но оно, кстати, все контролируется, можно поменять цвет. Любую. Пройдемся быстро по интерфейсам. Переключение передач, коробка, рычаг. Да. И там вот интересно, сейчас Батыр показывал, там крутится, как на Как старых часах. такие барабан барабанчики. такой. Покажем еще. Подвеска, да, высота. Режимы. Скалы, песок, грязь, снег. Всю прям такое. Массивная. Соответствует внешности, да. Тем не менее, у нас много электроники, 3 экрана. Раз, два. Даже вот у меня есть очень яркий экран. Офигеть, смотри, какая скорость. Сразу все работает. На камере мерцает, но вообще у нас она не мерцает. И, кстати, если ты заметил, на английском языке. То есть они уже готовы продавать это? Уже готовы продавать. Есть кнопки, привод, подключение, Да, это отключение. приводы. А, вот я нашел, кстати, климат, температура. Здесь можно регулировать. Целая Мгм. кнопочка. Здесь кармашек для телефонов. USB Type-C. Здесь зарядка эта. Беспроводная, да? Беспроводная. Здесь, видимо, закрывается. А, Это это ручник. Сорян. Слушай, серьезно? Это ручник? Да. А я сейчас дернул, у тебя сработало? Ну да, немножечко. Ключик. Тоже такой. Довольно-таки массивный. Мощный, да, мощный ключ. Подлокотник. Как в крузаке и таких вот больших машинах. Большой. Акустика хорошая, Дин-аудио и кожа. Натуральная, да? Да. С вентиляцией. Эта часть раздвигается. Мгм, И, естественно, атаман. с подогревом совсем. Мультируль у тебя, старт-стоп на руле, кнопка. Мгм. 2 люка. И здесь есть какие-то... Камера. Слушай, потрогай камеру. Потрогай. Горячая. Горячая, офигеть. Камера, прям кипяток. Вот это вот. Это что такое? Вот эти 2 окошка. Тоже прям кипяток, очень горячие все. Ух, да. А я тебе говорю, прям очень горячие, осторожно. А, и стеклоподъемник у нас вот в таком интересном месте. Здесь. На каких условиях вы эту машину вообще получили? Как вам ее дают? Мы, потому что одни из первых на российском рынке, кто приобрели данные автомобили в большом количестве. Вы уже купили их сколько-то? Мы их уже купили свыше 20 штук. Серьезно? Да. Есть интерес, есть заказы? Нет, нету еще заказов. Мы их приобрели своим интересом, чтобы их привезти в Россию, показать, продемонстрировать и изучить рынок. У тебя какая машина своя? У меня AMG. Мерседес. Мерседес. Ты живешь в Китае и ездишь на Мерседесе. Да. Ты занимаешься китайской машиной и все равно ездишь на Мерседесе. Да, но потому что там вот Объясни. этот рев мотора для Вот. себя, вот, для души. А в бизнес-поездках мы, соответственно, конечно же, ездим на минивэне Guangqi E9. И вполне. Твои ощущения, твои комментарии. В вождении он прекрасен, А что значит прекрасен? Как он дорогу держит? очень хорошо держит. Я вот сейчас вот, к примеру, не держу, да, руль, и он вот прям плывет. Я нажимаю педаль газа, он показывает, что если я нажму чуть больше, то что он может подорваться и показать нам своего внутреннего зверя, да? Да. Ты очень точно написал, именно плывет. Да, он Такое плывет. ощущение, что он вот очень легкий, хотя 3,3 тонны, 3 тонны. но он вот летит как будто, настолько мягко едет. Как ты думаешь, люди вот там в СНГ странах, они будут готовы покупать такое, но не урчащее? Я думаю, готовы, потому что только что пообщались с представителями завода, и они как раз сообщили, ребята, что очень большое количество запросов начало поступать со стран СНГ. Да. С Киргизии, вот, кстати, к ним недавно звонили, Да? разместили заказы. С Казахстана разместили заказы. Соответственно, я думаю, что в ближайшее будущее, это вот следующий год, начало следующего года, мы будем наблюдать их на дорогах всего СНГ. Что бы мы ни читали в комментариях про его внешность, про китайский автопром в целом, люди хотят такое. люди Есть хотят. люди, которые хотят именно вот такое. Да, А у тебя там еще, кстати, проекционный дисплей, да, если не ошибаюсь? Да. Показывает что-то сейчас? да, показывает скорость Скорость? и навигацию. Ну как тебе в Китае живется? Прекрасно. Китай развивается. И китайский автопром, электропром, да? Электропром. Электропром развивается семимильными просто шагами. Что чаще всего у вас заказывают? Сейчас самые топовые позиции это Аватар 11, Zikr 001.
Но они же электрические оба, чисто. Да, чисто электрические. И людей это не смущает? Людей уже, как ни странно, это не смущает, и люди готовы начинать переходить на Да? электрокары, да. А из того, что вот покупают часто, это хорошие машины? О качестве вот этих машин, что ты думаешь? Я бы не сказал, что мы проверили весь цикл одного года Да. в России, чтобы посмотреть, что будет зимой, Вот. как машины себя будут показывать. Эта зима будет самая показательная. Я для думаю, всех что вот этих вот да. потому аваторов с выезжающими ручками. что- Да, вот. Вот, всё. Лисян поехал. Лисян И- поехал. Ниву там едет. Вот, Да, и вот пожалуйста, топчик, 4 топчик. машины китайские едут. А Тесла? Прости, что перебил, вот раз она вот. Ее как бы еще покупают. Это тоже как бы такой культ того, что с них все началось. Но с них Но. пересаживаются так же легко, как и покупают легко. А почему? Ну, потому что они деревянные. И ты не ощущаешь вот этого комфорта за эти деньги. Есть ли у тебя вот ощущение, что Компартия Китая вкладывает деньги, чтобы эти машины распространялись по всему миру? И чем активнее, тем лучше. Есть, они субсидируют покупателей, производителей, выдают дешевые кредиты за счет государства производителям и стимулируют китайский автопром на мировую арену. То есть это как с Xiaomi, когда смартфоны продавались там в 2 раза дешевле айфона Да. с схожими характеристиками. Но сейчас они стоят столько же. Они стоят сейчас столько же. Или Huawei. То есть людям, возможно, если они хотят купить китайскую машину, лучше делать это в ближайший год-два. Потому что Возможно, да. потом они могут, Потом они могут серьезно стоить уже подорожать. как немцы. По Китаю везде такие дороги проложены? Да. Весь Китай не покрыли. Китай, кстати, обошел по количеству автобанов, обошел Америку. И это они, мне кажется, только раскачиваются. Это они только раскачиваются. только вот набирают Это обороты. Сейчас идет, значит, строительство семимильными такими шагами двигаются скоростные поезда. А куда они вообще движутся? Есть какое-то вот ощущение, понимание? Что Они- цель у них какая? Зачем они все это? Стать экономикой номер один. А дальше? А дальше, ну, to the moon. Девочки, едем на трек. Итак, ребятушки, мы на месте. Вот нас ждет аппарат уже, да? Да. Сопровождение. Сопровождение. Интересное местечко. Даже платная рыбалка есть, оказывается, в Китае. 没用，憋不住。 Ближе к делу. Салон еще не показали. Задний ряд умеренно просторный. Умеренно. просторный, Но при этом у нас 2 ряда. Да. А третий есть какой-то вариантик? Нет. А, столик вот тоже Столик. есть. Столик. Есть. Здесь вот такой вариант. Ох, нифига, так там экран. А что-то мы не обратили внимания. Здесь еще экран управления. Здесь поднимается. И багажник. Тоже скромно. Коляска какая-нибудь ляжет, но розетка, Да. розетка. И там И вот смотри, все какие-то детали, да? металл. Металл. Подожди, запаски нет? Запаски нет. Пневмо. Ну, ход большой. И это сиденье опускать. Ну, багажник не самый большой. Есть все-таки нюансы. Имейте в виду, когда будете вот рассматривать покупки. Режим краба. Режим краба, Ну, да. давайте к хорошему. Ты умеешь вообще этим пользоваться? Режимом краба, но сейчас будем пробовать. Давайте попробуем. Это просто едет вперед. Нет, это мы уже крабом едем. Вот. Боком, что ли? Да. А если... Ну-ка, подожди, стоп, подожди. Надо это увидеть. А, вот так! Бочком, бочком, бочком. А вот прям полностью руль вывернуть в бок. Да, задние колеса у нас, видите, тоже подруливает. Вот сколько можешь направо? Нельзя превышать 11 градусов. А, определенный угол. Да, определенно. Да, ну какой-то угол есть. Ладно, давайте на оффроуд. Давай. Попробуем? Попробуем. Хорошо, работаем. Ребяшки, оффроуд будет интересно. Приступаем. А ты что-нибудь тут включил, переключил? А я вот, смотри, вот поставил режим. Ага, вот такой. Вот такой. Такой. И поехали. А у него там ни кондея, вообще ничего нет. Глушак болтается вон. Ну и все, начинаем. Все, поехали.
А резина тут по умолчанию вот эта стоит, с этими дисками. Да, это вот в этой комплектации Ага. выбрали именно так. Ну, смотри. Ну, что-то пока скучно, вот все, он просто тупо едет. Он даже что-то впереди, да, как-то он... Даже этот, Нет, да, что-то там медленно. ковыряется. Мы едем в комфорте, в тишине, с кондиционером и с киношкой вот. О, блин. Здесь вот, кстати, Ты уверен в этом? Да. Слушай, вообще преодолеваем с легкостью. Вот. Тут болото у них, Болото. судя по запаху болота. Так. Вот хорошо. Во-во-во. Вот это хорошо было. Воу. Что он тебе говорит? Не очкуй, езжай, газуй. Он говорит, нормально. потихонечку. Потихонечку. Вот уже грязь у нас полетела на капот. 这个，再往下，往下。 Не выключается пищание, да? Пока не выключается. Я думаю, где-то можно 现 выключить. 在现在 Мы сейчас поплывем. Плывем. Ну мы прям в жижу заехали, в самую грязь. 1088 лошадиных сил. И мы их Вот это- чувствуем. вот, да. Мы уверены в том, что мы туда хотим ехать. Мы- Даже он там некомфортно себя чувствует. Что, все, он сам застрял? Вот опять же, к разговору. Я буду строить свой собственный внедорожник. А сосед пошел и купил стоковый вариант и точно так же месит грязь и проезжает даже лучше. Режим. Офигеть. Это, Ночное видение. Ребятки, смотрите, ночное видение, вот режим. Ну смотри, журавль какой-то полетел. Вот только туда, пожалуйста, не зарули. Ё-моё, туда? Ну, градусов тут много, да? Да. Так. So easy? Слушай, он вообще на релаксе сидит, да? Угу. А ты вот напряжен, ты напряжен. А, он там опять что ли застрял? 所以他能走。 Ё-моё. Нихан, Ты уверен, что нам туда стоит ехать? Не Ой. надо говорить. 我们能走吗？不要过来啊！ Слушай, они свою трассу, что ли, не знают, собственно. Нихао. Задом мы еще так не ездили. Я вообще, это вот сейчас для меня это все какое-то новое происходит. Смотри, там не Чтоб не как в видео, да. Ё-моё, ты бы заехал. Смотрю, как поднялся. Давай. Все, порядок? Да, Да. 谢谢。 впечатляюще. Да, красиво. Как там рыбки ловятся? Удочку надо было взять с собой. И самое главное, очень мягко. Вообще ничего не происходит, он просто едет Просто мы по каким-то болотам. Там полколеса, он почти в воду уходит. Едем по какой-то жиже и можем киношку по 5G смотреть. Вон здесь здесь. Ёпс. Тихо. 5G, вон, полный сигнал. Это же дерево, да, ты сказал? Да. Вот это вот. Шпон. Вот это вот клево крутится. Пынк. R. Драйв. R. Драйв. Он даже машины видит в ночном режиме. Видишь? За ним ехать, да? Да. В ту сторону В ту обратно. сторону. Хорошо идет. Так, вот здесь я. Вот здесь начинается интересно. Вот проблема в том, что я сейчас вообще ничего не вижу, куда мы едем. Вот, ну, камера. Да, камера ты, кстати, выручает. вот выручает. Но мы же бампером уже ушли прям в этот. Действуем. Вот оно. Задели чуть-чуть. Но какие свесы у него и как мы проехали. Вообще. В воду? Да? Искупаемся? Тихо. Прям по болоту. Блин, Батыр, скучно. Ну, то есть он просто тупо едет через любую лужу, через любой глубины болота, грязь. Сам там что-то равняет, выстраивает. Усилие передает. Дружище, дай какое-нибудь препятствие, дай что-нибудь. Где оно? Им нужно вместо этих машин вот эти закупить. На этих машинах катать. Ну, это какая-то оффроуд трасса для
городских китайцев. Они там с асфальта съезжают и за голову хватаются, волосы дыбом. А у нас это обычно деревенская дорога считается. Какая-то лужа там, ну лужа, да, там полметра. Вот, пожалуйста. Так, бочком. Так, оп. Тык. Красиво, красиво. Круто, круто, впечатляет. Ну вот, почти уверен, что у них будет какая-нибудь модель, которая еще и может плавать. Батыр, сколько стоит мойка в Китае? Мойка 35-50 юаней. А вот это они за сколько помоют? Это, я думаю, в районе 100. Смотри, она у нас опускается. Красиво, а? Да. То есть она сама понимает, что мы выехали на что-то ровное, Да. и опускается. И повторимся, есть версия с коптером на крыше, как ты сказал. Да. Что он делает? Он автоматически запускается, изучает местность. 3 километра может в автономном режиме пролететь, отсканировать Да. карту, передать это, значит, на монитор. И с монитора можно понимать, что у нас там впереди препятствие, или мы... Эта машина в продаже, это серийная версия, и мы Да. бы сейчас теоретически могли как раз вот это сделать. Абсолютно. Запустить, посмотреть и куда ехать, куда Да, не и не ехать. нужно было бы ему управлять, просто нажал, он сам взлетел А в бы. автомате? Да, в автомате. И в Китае все это разрешено. Да, Офигеть. И вы будете такое продавать? да. Клево. Ребятушки, Менши Hero M Hero. 917, компания 917. Dongfeng, компания Проват. Батыр, огромное спасибо. Аватар 11 тоже интересная машина, имейте в виду, у ребят она есть, но вот это вот скоро Обращайтесь. приедет в страны СНГ. Денег стоит, точно, но своих денег, возможно, стоит. Да. Ждем ваши комментарии, увидимся, пока.